Всем привет! Меня зовут Янина. И сегодня я хочу напомнить о событии, которое нас шокировало, изменило и которое мы постарались поскорее забыть. Речь идет о произошедшем 28 сентября 2021 года на улице Якубовского в городе Минске. Бойцы подразделения «Альфа» проводили очередной рутинный, как они думали, обыск, и не задумываясь о том, что за дверью ждала не легкая добыча, а решительный белорус. У программиста Андрея Зельцера и чекиста Дмитрия Федосюка было много общего. Оба жили в Минске, обоим был 31 год, оба были женаты и имели маленьких детей, оба увлекались мотоспортом. Но несмотря на сходство, одного государственные медиа называют героем, а второго не считают человеком и карают даже за добрую память о нем. Об Андрее Зельцере нам известно многое. Его биография не скрывается за 7 печатями. Известно имя его супруги. Мария Успенская сейчас находится в неволе. Известно и место его работы – крупнейшая белорусская IT-компания EPAM. Стоит отметить, что к людям, занятым в IT, у белорусского государства довольно четкая и агрессивная позиция, как к классово неблагонадежным и независимым людям. И при упоминании Зельцера государственные медиа постоянно подчеркивают его принадлежность к IT. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами. Что, наверное, должно подтолкнуть нас к мысли о немыслимых богатствах Андрея. Неплохо живут. Вы же вот проедьте вот тут по окраинам Минска, посмотрите, в каких особняках. Конечно, не дворцы, как вокруг Москвы, но аж Москва. Но живут в хороших домах. При этом из открытых источников можно многое узнать о его судьбе. А вот имущество и бэкграунд чекиста Федосюка были недоступны для широкой публики. Точнее, оставались до этого момента. Дмитрий Федосюк родился в Минске 6 июня 90 года. В отличие от Зельцера, кто свой жизненный выбор сделал добровольно и сам, Федосюку на роду было написано «служить режиму Александра Лукашенко». Его отец Федосюк Юрий Павлович работал в МЧС, на пенсию ушел только в 2012 году. А его отец, то есть дед покойного Дмитрия, Павел Васильевич, умерший в 2019 году, числится как пенсионер Комитета государственной безопасности. С работой в КГБ связала свою жизнь и мать Дмитрия, Татьяна, в девичестве Данилевич. Более того, она все еще руководит одним из подразделений центрального аппарата КГБ. С такими родственниками можно представить, в какой атмосфере вырос Федосюк и как это повлияло на его дальнейшую судьбу. Неразрывная связь с государством, культ служения и абсолютное подчинение. При этом преданность щедро оплачивалась. На одну только мать Дмитрия, Татьяну, записан загородный участок, загородный дом, квартира в столице, в которой, кстати, и был прописан Дмитрий. Что примечательно, его супруга вместе с дочерью прописаны в другом месте, на Каменной Горке, в доме, где жилье выдают чекистам. Впрочем, это не единственный факт, который по документам пытался скрыть Дмитрий Федосюк. Помимо квартиры, он хотел утаить и свою дочь, которая записана только у его супруги. Зато не постеснялся зарегистрировать на себя мотоцикл с красноречивым названием «Сузуки Бандит». Что характерно, на Андрея Зельцера тоже был зарегистрирован мотоцикл, более скромный, марки Минск. А вот у родного брата Дмитрия, Алексея Федосюка, тоже силовика, кстати, отношения с автотранспортом куда более сложные. Помимо мотоцикла Кавасаки, он имел доступ к гаражу КГБ и к его транспорту, о чем свидетельствует пометка в документах. Исходя из этих данных, можно понять, почему Дмитрий Федосюк так нагло, без опасений и тревоги, вламливался в квартиру Андрея Зельцера. Он не испытывал нужды, привык жить в хороших условиях. Он знал, что у него есть клан со связями на самом верху, что его прикроют и отмажут от чего угодно, лишь бы он продолжал служить Александру Лукашенко. Не народу, не государству, а только одному человеку и его безграничной власти. Федосюк принадлежал к касте людей, полностью завязанных на фигуре белорусского диктатора, абсолютно преданных и не сомневающихся, этаких красно-зеленых опричников. И не мудрено, что именно его с таким происхождением и уровнем лояльности отправили трясти нелюдей. Бычебесов, как называют сторонников демократических перемен внутри системы. Федосюк делал это не впервые. Он привык доверять во всем государству и ошибся. Ведь в отличие от Федосюка у Андрея Зельцера было понимание, что такое свобода и достоинство. Он знал это как честный человек, добившийся всего своим трудом, и не зависел от подачи государства. В отличие от клана чекистов Федосюков. При этом государство знало, что у Зельцера есть оружие. Но мудрое руководство настолько привыкло к безнаказанности, что наплевало на собственные служебные инструкции. И послало бойцов туда, где можно было вполне заслуженно получить пулю, не обеспокоившись средствами защиты. И так сложились звезды, что тот, кому уготовано было стать очередной жертвой, стал народным мстителем. Деятели режима
очень боятся гнева белорусов. Потому стараются любой ценой стереть упоминание о том, что белорусы могут быть злыми и сильными. И хотя программист Зельцер и чекист Федосюк были очень похожими, народная память о них будет бесконечно разной.